Всем привет! Новое время и развитие технологий обусловили новый способ мышления, который, видимо, практически заменил, а скоро разрушит до основания этические принципы. Ориентация на новую картину мира привела к тому, что такие мировоззренческие установки, как созидательный труд, интеллектуальный поиск, взаимопомощь, стремление к правде, стремление к справедливости активно вытесняются новыми, такими как эгоцентризм, гедонизм и культ денег. Я не знаю, как к этому относиться, я хочу спросить об этом у вас. Я свою мораль, если вы вдруг ее здесь углядите, никому не навязываю, у каждого своя голова на плечах. Но так как у меня есть такая площадка, и сейчас появилось желание попытаться методом размышления, методом мыслительных проб и ошибок, знакомства с разными сторонами одного и того же, попытаться углубиться в такое понятие, как культура в общем смысле этого слова, а не только в музыкальном, я и пытаюсь озвучивать разные и иногда даже противоречивые теории одного и того же. И хочу послушать вас. Теперь вы меня научите. Зрители никогда об этом не просят, а я прошу. Потому что всегда, знаете, игра у нас в одни ворота. А, как говорится, одна голова хорошо, а тысячи. Мне хочется углубиться в социальную проблематику культуры в целом и в культурное наследие в частности. Я не даю готовых ответов, я их ищу, я с вами советуюсь. Поэтому в плейлисте «Культурное наследие» так много вопросов. Так много вопросов я задаю вам. И ответы такие разные, они такие субъективные, они такие противоречивые, даже у тех, кто решил поделиться своим мнением. И спасибо вам. Я имею сейчас в виду тех, кто может держать себя в руках и еще следует тем самым этическим нормам, о которых говорила в самом начале. Не пытаясь меня оскорбить, переходя на мою личность, на мою национальность, на мою страну проживания, на чьи-то там государственные привилегии по отношению к мой социальный и гендерный статус в разных его ипостасях. И я еще долго могу перечислять. Практикующих, знаете ли, никто здесь насильно на цепи не держит. Но вернемся к делу. Ответы на заданные вопросы в последних видео разные. Да что говорить, они разные даже у тех философов, социологов, культурологов, которых я с недавнего времени стала потихонечку изучать. Ответы разные и в зависимости от той политической идеологии, от того мировоззрения, от тех этических норм, которым люди следуют, которые они продвигают, которые исповедуют. Поэтому те, кто уже посмотрел первые видео из этого плейлиста, могли заметить, что, допустим, идет линия повествования всего видео, и, как правило, одна-две мысли как будто бы выбиваются из общего потока того, как привыкли, за которую люди хватаются, перечеркивают все остальное и сразу приписывают меня какой-то политической идеологии, теории, течению, философии. Тут же меня причисляют то к либералам всех мастей, то к классическому пониманию его в XIX веке, то к левачеству. Это, наверное, что-то нехорошее, я не в курсе. То к идеалистам, то к коммунистам, то к социал-дарвинистам. Определиться и договориться и тут не удалось. Или решают за меня. Без меня женили. Что я не вопрос социальной культуры и его наследия хочу изучить, а просто не вписавшись в рыночек, завидую миллионам Моргенштерна. Играя азербайджанский, армянский и японский джаз,
который не соберет стадионы. Я знаю, что он не соберет, и не нужно, и меня это не коробит. Я прекрасно знаю, что для всех хорошей не будешь, да и не собираюсь. И в целом не являюсь членом русскоязычного общества в офлайн режиме, но являюсь частью постсоветского пространства и членом русскоязычного общества в онлайн режиме. Проблемы у нас с вами одинаковые, я об этом и говорю. Поэтому все эти виртуальные помойные ведра, то с одной стороны, тех, с кем вдруг я не сошлась по взглядам, партиям, идеологиям и каким-то возрастным вкусам, и они обиделись, то с другой, которые пытаются тыкать палкой во все места в разных там других соцсетях, пытаясь меня переубедить или привлечь на свою сторону. Ребята, у каждого своя голова на плечах. Повторюсь, мы с вами не скованы одной цепью и не связаны одной целью. Ну и продолжает этот лейтмотив. Может быть, буду той женщиной, которая ищет, но находит лишь старость. Ну пусть будет так. Кстати, единственное, к чему пришли в комментариях, что хоронить меня нужно за кладбищем. Ведь так делали с музыкантами, актерами и прочими людьми подобных профессий до Октябрьской революции. Ура, товарищи! Договорились, наконец. По поводу приписанных разных политических идеологий, теорий и тому подобному. Я понимаю, что русскоязычный зритель не может без подобных штампов, ему нужно обязательно кому-то причислить и таким образом решить, он с вами одной крови, он с вами одной партии, это синоним группы крови, или нет. И вот тут уже отсеивать. То есть не по человеческим, но на крайний случай по профессиональным качествам русскоязычные люди сейчас отсеивают свое окружение и контент, а по политической идеологии. Но я против такого, меня это расстраивает, скажу честно. Да что уж говорить о внешнем окружении онлайн и офлайн форматов, когда такое может наблюдаться даже в одной семье, и это не секрет. Разобщение по политическим идеологиям. Оно работает даже внутри семьи. И вот это страшно. Вот это горько. Короче говоря, я 6 лет старательно и действительно самоотверженно делилась с вами знаниями общемузыкального и пианистического характера. Помогала и отвечала практически каждому. А теперь же прошу делиться знаниями со мной. О социальной культуре, о культурном наследии через призму истории и прочих фильтров. То есть не только о музыкальном наследии, но и о социальном. И мы посмотрим, какого монстра родит коллективный разум на заданную тему. И еще раз, чтобы не возвращаться к этой теме, я не являюсь социологом, политологом, проплаченным политическим блогером, не являюсь носителем какой-то там политической идеологии. У меня высшее музыкальное образование, пианистическое, академическое и джазовое, и музыковедческое. Поэтому, безусловно, 50% контента на моем канале историко-музыковедческого характера. А это неразрывно связано с политическими и культурными настроениями, тенденциями тех времен, в которые творили композиторы, педагоги, музыкальные критики, о которых я рассказывала на канале на протяжении 6 лет. И как это обойти-то? Как бы некоторые из зрителей не просили меньше политики, вышеперечисленные также жили среди людей при каком-то правителе, при каком-то режиме, при какой-то идеологии, и на них это также напрямую влияло.
вопрос принятия их творчества в массовом сознании того времени также открыт. Мои знания по общемузыкальной теме, да и о самих деятелях, пианистах, композиторах, музыковедах, музыкальных критиков, о которых я рассказывала, не безграничны. Деятелей вообще лимитированное количество. Оставшихся в истории того меньше. Но также я считаю субъективно, что для того, чтобы говорить о деятеле и о его вкладе в культуру, в историю, должно пройти какое-то время. Должна слететь вся лишняя шелуха. А чтобы снять такое видео, я готовлю его от 1,5 месяцев. Были и такие видео, которые я вынашивала и по полгода. Вот сейчас, допустим, хочу снять о Дягилеве, о мелофобии. Но будет ли это интересно? Поэтому, кстати, я и не разбираю тех современных академических композиторов, которые работали после 2000 года. Ну или очень точечно, которые уже раскрылись более-менее понятно, более-менее полно. О джазовых пианистах вообще не рассказываю, хотя именно их деятельность мне и интересна. Но про них на русском языке, знаете, будет смотреть одна коллега. Другими словами, мои вкусы поддержит минимальное количество зрителей. Ну и смысл тогда играть в одни ворота. О владении пианистическим искусством, о его зарождении, о его истории, о крупнейших педагогах, а также о пианистах я рассказывала уже очень много. И скажу честно, с этими темами для зрителей-любителей даже спустя 6 лет моей деятельности на YouTube я редко кому-то попадаю в похожие, потому что похожих просто нет. Либо они появились уже после меня. Итого, на канале уже 670 видео о музыке. Некоторые из них являются дополнительными видео для моих онлайн-курсов. Их я оформила в несколько плейлистов. Это обучение игре на фортепиано для взрослых, обучение игре на фортепиано и музыкальное развитие для детей, курс музыкальной теории, курс джазовой гармонии, курс истории музыки, различные топы, мифы о композиторах, пианистах и даже бонус-плейлисты о сольфеджио, с уроками сольфеджио, упражнения для фортепиано, академический и джазовый. Все в наличии для тех, кто занимается фортепиано любительски. Вам остается лишь ваша индивидуальная работа и ваш практический опыт применения. Курсом также имеются PDF-лекции, по 3-4 схемы проведения онлайн-уроков, разноформатные пакеты заданий для проработки под моим непосредственным контролем, ну и так далее. Ведь, безусловно, без разнообразных упражнений, без проработки на практических примерах в большом количестве, без системы, чему-то научиться по YouTube, конечно, можно нахвататься, но сможете ли вы, учитывая все, правильно структурировать это на практике? Или вот эти вот все разрозненные знания, они просто отложатся мертвым грузом? В любом случае, видеоуроки есть, но это уже отдельный разговор, и видео не об этом. Так что повторюсь, мне сейчас хочется немножко другого. Мне хочется углубиться в социальную проблематику культуры, в культурное наследие общества. Я советуюсь, я ищу, я буду искать и сопоставлять разные варианты. Единого ответа от меня не ждите, ведь даже современные философы, культурологи, социологи, журналисты, правозащитники, блогеры не могут прийти к единому мнению, не могут договориться между собой, комментируя одну и ту же ситуацию, произошедшую здесь и сейчас. Что уж говорить о разнообразии мнений по поводу общекультурного вопроса в массовом сознании разных эпох, даже ближайших к нам, советской и постсоветской, которую, кстати, уже называют эпохой постмодернизма.
Короче говоря, я буду разбираться на том уровне, на котором смогу, поэтому теперь контент канала не только путь обучения вас, но и мой путь поиска, мой путь роста и разнообразия. Я не знаю ответов, я хочу послушать вас. На сегодня у меня все. Ваш кот Леопольд, Мальвина, кот из Шрека, училка и ведущая музыкального киоска. Так вы меня называете. И похороните меня за кладбищем. Всем пока.